Мы вернулись, мы в прямом эфире, это программа «День». Мы ожидаем наших следующих гостей. Я просто расскажу, что ожидается в ближайшее время. Мы ожидаем в гости аудитора, финансового консультанта Юлия Леви. Поговорить с ней мы собрались о дороговизне жизни. В ближайшие дни повышаются цены на продукты базового питания. Я напомню, что хлеб из-за продовольственного зернового кризиса в Украине, к сожалению, должен повыситься на 20% уже в ближайшие дни. Все хлебобулочные изделия министр экономики Барбиваев и премьер-министр Лапид не достигли возможного компромисса, заставить, попросить, потребовать у торговых цен не повышать цены. Есть торговые цены, торговые сети розничные, которые пока что могут заморозить на определенное время повышение цен, но они не могут пойти на убытки. Именно поэтому дороговизна жизни в Израиле – это очевидность, с которой нужно смириться или попробовать ее разрешить с точки зрения нового правительства. На выборах это обсуждается очень предметно и бесконечно, как экономика может определить, и она, скорее всего, определит исход выборов в нашей стране. Об этом все сегодня говорят. Также мы хотим поговорить с Юлией Леви, она прибывает в нашу студию очень скоро, о переговорах Минфина с профсоюзом учителей. Еще один кризис, который угрожает началу учебного года. С 1 сентября профсоюз учителей говорит о определенном компромиссе и прогрессе переговоров с Минфином с точки зрения профсоюза учителей младших классов и детских садов. Но прогресс пока что не виден на деле, потому что предложение Минфина о том, чтобы начальный учитель получал 9 тысяч шекелей в месяц, сразу, как только он начинает работу, и премиальные в сумме 18 тысяч, если он с точки зрения лояльности пробудет на рабочем месте 3 года, 18 тысяч шекелей премиальные. Это вот первичные условия. Минфин, профсоюз учителей сказал, что это предложение, с одной стороны, можно его обсуждать, оно более конструктивное и предметное, потому что требования профсоюза учителей о том, чтобы начальные учителя начинали, вернее, свою карьеру с зарплаты в 10 тысяч шекелей, разница не очень большая. Все эти темы мы обсуждаем с аудитором, финансовым консультантом Юлия Леви у нас в гостях. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. Давайте начнем говорить про дороговизну жизни. Повышаются цены на базовые продукты питания. Хлеб на 20%. Нам даже говорят, что он может повыситься чуть ли не на 30%. И все это из-за войны в Украине, продовольственный зерновой кризис. Нам, оказывается, рассказали сегодня, что хлеб, который мы кушали до войны, на 50% из Украины. Да. На самом деле у нас такая волна домино, когда, если мы хотим понять, на самом деле, все причины, почему цены поднимаются, то, конечно же, во-первых, это, да, война, которая повлияла на спросы и на цены всех продуктов, которые были произведены и в России, и на Украине. И к этому надо, конечно же, добавить тот, так сказать, накопимый результат короны. То есть, есть еще остатки того, что мы вроде уже забыли, но оно еще там. И, конечно же, к этому надо добавить тот факт того, что мировые банки пытаются справиться именно с этой инфляцией тем, что они поднимают процент на ипотеки, проценты. То есть, это решение, которое обычно помогает, но это помогает, когда оно, на самом деле, когда есть причины, почему это работает. На сегодняшний день я считаю, что война банков с инфляцией, именно тем, что они поднимают проценты, она неэффективна. Почему? Потому что цены поднимаются не из-за того, что у людей слишком много денег, а потому что на самом деле, когда мы проверяем спрос и возможность и предложение, то мы видим, что спроса просто нет. Кстати говоря, Юль, давайте поговорим о том, что, например, происходит сейчас в Европе. Ну вот повышаются цены, да, вот у них там на газ, там на нефть, по понятным причинам, Россия, санкции, все дела. И они говорят, давайте затянем пояса, выхода нет, идет война, давайте затянем пояса. Можно ли такое сказать народу, или это смехотворно, и нужно обязательно разрешать эту ситуацию с точки зрения увеличения государственных пособий, субсидий, увеличивать каким-то образом то, что государство может дать. Или, в принципе, есть необратимые процессы. Они происходят иногда. Мы затягиваем пояса, как мы затягивали их в период коронакризиса, сидя дома, заказывая еду там в интернет. То есть, ну, такая вот ситуация сейчас. Или надо требовать от будущего правительства, от сегодняшних партий немедленно разрешить проблему. Вот Лапид с Барбиваем, министром экономики, пытались разрешить, уговорить торговые сети, не повышать, заморозить временно. Еще какие-то методы, не получилось у них. Ну, ты знаете, тут интересный такой подход. Что такое пояса? Есть разные пояса, некоторые из них... Ну, как бы смириться с этим. То есть сказать, друзья, повышаются цены, есть определенные процессы, порты стоят, коронакризис, издержки, война идет. В ближайшие полгода ничего не поделаешь, меньше кушайте, меньше покупайте, меньше отдыхайте. Или это, знаете, это как давайте сядем на диету. Ну, давайте, сколько это продержится. У кого-то день, у кого-то неделю, у кого-то чуть больше. То есть это неприемственно, такая позиция. Это нужно делать очень дифференциально.
То есть есть вещи, есть сферы, в которых, да, это может быть требуемый шаг, который надо, да, продвигать, но нельзя требовать от народа кушать меньше хлеба. То есть как бы тут на самом деле посадить... То есть государство должно разрешить эту ситуацию так или иначе. Я считаю, Но государство что не да. может скупить весь хлеб и раздавать его. Оно людям. не может скупить весь хлеб. И, кстати, еще один важный момент. И эту проблему нельзя решить немедленно. То есть мы можем сейчас пойти, там, не знаю, голосовать, мы пойти там можем на какую-то демонстрацию, но немедленного решения в экономических проблемах обычно нету. Что, да, все-таки можно сделать, чтобы немножко снизить тот эффект, о котором мы говорим? Ну, прежде всего, это, конечно же, открыть наш рынок для того, чтобы сделать импорт из других стран. То есть, да, на сегодняшний день, или, можно сказать, до начала войны между Россией и Украиной, 50% хлеба или даже больше разной продукции, которую Израиль покупал, шла от Украины в Россию, потому что это было недорого, потому что это было близко. Но это не единственные страны по всему миру, которые могут продать нам те же продукты. То есть мы также можем купить с Латинской Америки, с других стран. То есть это не единственная страна, которая теперь все закрылась, теперь нам надо обязательно в 2 раза увеличить цены. То есть мы можем маневрировать, можем покупать другие товары из других стран. Секундочку, но мы этого на самом деле активно не делаем и не делали никогда. Я думаю, и вы меня поправите меня, из-за монополии, опять же, торговых сетей, которые не дают, антимонопольная служба наша довольно слабая, я так понимаю, работает в этом смысле, там санкции, штрафы. Да. Это очень сложно. А конкуренция вещь очень сложная в Израиле. Вы знаете, это как бы не то, чтобы система слабая. И вопрос, если она вообще хочет с этим бороться. Не, у нас есть антимонопольная служба. Ее цель, на самом деле, бороться с монополией, открывать конкурентные базы, прозрачность, все, что связано с чистотой отчетов бизнес-учреждений, правильно же? Да. И, опять же, судя по тому, как выглядит наш рынок, мы все понимаем, что результатов от этого мало, потому что не было выделено достаточно ресурсов, то есть, как бы, приоритеты нашей страны до сих пор не были там. То есть я, да, может быть, надеюсь на то, что именно сегодня, когда бьет по самому, так сказать, базовому, так сказать, как хлеб, как яйца, как такие продукты, без которых, ну, просто... Базовые продукты питания. Да, то есть, как бы, когда вот именно дошло до этого, может быть, именно сейчас будет такой триггер, и такой, знаете, появился, может быть, даже такой моментум, чтобы именно укрепить вот эти все службы, чтобы дать понять, что мы не можем, как то есть страна, то, что вы сейчас говорите, Юлия, я хочу упростить ваши слова. Нужно открывать конкурентные рынки, нужно открывать для других стран, для других продуктов. Да. Наши супермаркеты заполнены разными товарами одной и той же фирмы. Вот, во-первых. Во-вторых, вы упомянули то, что на данный момент не удалось уговорить тех же сетей, чтобы они снизили свои цены. Их тоже можно понять в какой-то степени, потому что они сами переплачивают за те же вещи от цен, намного дороже. Им поставляют. Тем не менее, во многих случаях, да, есть, так сказать, можно сказать, использование момента, мол, типа, цены поднимаются, все дороже, ну, давайте так превысим, так сказать, заработок на дольше. То есть тут надо опять же маневрировать, потому что большие фирмы, на самом деле, они очень часто используют и так свое преимущество, в то время как многие слабые, средние, малые бизнесы, они, то есть, как бы, на самом деле вымирают. И поэтому, если мы говорим о том, что может наше правительство сделать именно для того, чтобы решить эту проблему, то я считаю, что именно вот этот вот, так сказать, маневр, именно вот эта вот, так сказать, синергия между, с одной стороны, да, немножко надавить на сильные сети, чтобы они не поднимали свои цены, а с другой стороны дать какие-то субсидии, дать какие-то поддержки именно мелким и средним предприятиям, чтобы они могли как-то соревноваться, открыть наш рынок на экспорт, на импорт из других стран, не только с России и Украины, а вообще, на самом деле, широко осмотреть вообще, какие у нас есть варианты, потому что на данный момент получилось как? Началась война. Когда началась война, то в амбарах Израиля было, так сказать, на складах было достаточно хлеба, достаточно муки, достаточно всего на 4 месяца. То есть с тех пор... Никто не ожидал, что это продлится вот, так долго. И мы все ожидали, что вот-вот оно закончится, оно на самом деле не собирается заканчиваться. То есть, да, так сказать, закончилась вся вот эта вот такая, так сказать, резерва, а теперь что-то надо делать. И, как я говорю, быстро ничего обычно не делается. Это надо делать с умом, это надо делать как бы эффективно, и это надо делать, на самом деле, думая не только о сегодняшнем дне. Потому что чего я, например... То есть не хватает экономической стратегии на 5 лет, чего я, например, проработать какие-то реформы четко и понятно, что мы, на самом деле, сегодня, скажу честно, мы не очень понимаем, каким образом зашла, не зашла, вошла в силу реформа сельского хозяйства. Нам обещали дешевле, правильно же? Дешевле, мягко говоря. Да. Дешевле фрукты и овощи.
овощи, дешевле яйца. Нам обещали все это, да, то есть открытие рынка, уменьшение регуляции, уменьшение бюрократии, правильно же? Эти реформы вошли вроде бы в силу, да, прекратилось действие правительства, но вроде бы какие-то процессы пошли. Ощущаете ли вы это? Во-первых, я не думаю, что мы все видим, что это как-то работает, во-первых. Во-вторых, чего я опасаюсь на сегодняшний день? Мы идем к выборам. И я очень опасаюсь того, что шаги, которые будут предприняты именно нынешним правительством, будут направлены на то, чтобы, то есть, как бы, избирательная экономика, чтобы народ выбрал именно их. Не, ну это запрещено с точки зрения мы все понимаем, что с одной стороны запрещено, с другой стороны, да, видимо, все имеют право одно — обещать. Вот. И я очень надеюсь на то, что, как бы, несмотря на то, что время, так сказать, нашего нынешнего правительства довольно-таки, как бы, коротко, потому что оно вот-вот, может быть, закончится, чтобы оно использовало это время правильно, с умом, чтобы, да, так сказать, посадить какие-то зернышки, которые даже Юля, если они... я думаю, вы говорите вещи, которые, сами понимая, что Кнессет парализован, это временное правительство, еще 4 месяца, кстати, оно с нами примерно, потому что пока будет сформировано новое правительство, еще долгое время, но оно не может ничего делать. Никакие реформы, никакие законодательные серьезные проекты нельзя начинать сегодня, поэтому никакие стратегии, никакие серьезные дела сейчас невозможны, мягко говоря. Но, тем не менее, они, да, говорят о каких-то маленьких шагах, которые ничего все еще попытаются. Только то, что было начато до. Ну вот, вопрос, что было начато, еще не закончено. И вот я считаю, что именно вот на этой территории у нас есть именно возможность что-то изменить сейчас, сегодня. Потому что иначе я боюсь, что, то есть, как бы, будет все хуже и хуже. И эта инфляция, если мы ее не потушим, это, так сказать, паника, которая идет от того, что на самом деле не делается достаточно шагов для того, чтобы на самом деле открыть рынок и сделать какое-то реальное решение этой проблемы, они сейчас не делаются. Поэтому будет, так сказать, интересно посмотреть, что произойдет, но я считаю, что тут надо, во-первых, конечно же, опираться на наше правительство, которое, может быть, да, все-таки сделает какие-то разумные шаги, а все, что связано с каждым из нас, с нашим карманом, с нашими решениями, если у кого-то получится затянуть какие-то ремешки и там на чем-то сэкономить, может быть, каждый делает свои выводы. Кстати да, говоря, как бы тут, конечно же, не помешает. Да, ну легко сказать, затянуть пояски, лучше сам затяни, скажут мне или кто-нибудь еще, это понятно, на самом деле абсолютно оправданно. Давайте поговорим о том, можно ли понять, что в Израиле стало хуже жить. С точки зрения обывателей, с точки зрения жителей страны, нужно ли при этом увидеть нищих вдруг на улице, нужно ли увидеть уменьшение количества людей в аэропорту, улетающих за границу, а это издержки и бонусные, так или иначе, а он забит до отказа. Нужно ли увидеть в этом случае меньше людей в кафе, нужно ли увидеть закрытые бизнесы, там, магазины, как отражается ухудшение жизни Израиля с точки зрения нас с вами, что мы знаем, понимаем, вот стало хуже жить. Ну, я не думаю, что, опять же, это видно что-то с сегодня на завтра. То есть обычно мы это видим через несколько месяцев. Почему? Потому что люди продолжают жить на широкую ногу, они продолжают... Не понимая, что они заходят в миссу. То есть они идут в тот же ресторан, платят больше, они идут в тот же супер, платят больше, они идут на ту же бензоколонку, платят больше. А в конце, когда приходят счета, вдруг оказывается, что то, что обычно хватало, уже не хватает. То есть это можно определить с точки зрения банковской системы, увидеть, считаю, что да. Долговая яма, то есть минус увеличивается. Это первый признак. Более того, каждый из нас, у кого есть хоть какая-то ссуда или ипотека, мы можем посмотреть, сколько мы платили 2 месяца назад, сколько мы платим сегодня. То есть мы уже видим это ухудшение. У кого-то несколько сотен, у кого-то несколько тысяч. То есть тут у каждого, как бы, это очень видно, так сказать, в микро на каждом из нас. И поэтому, как бы, когда мы увидим этот накопительный эффект, скорее всего, этот бум произойдет через пару месяцев. Потому что если та тенденция, которая уже началась, когда все поднимается, а, так сказать, света в конце туннеля зарплата не меняется? А зарплата не меняется. Кстати, о зарплатах. Например, один из секторов, который очень, так сказать, стимулирует поднятие цен, будучи это в недвижимости или в других сферах, это сфера хай-тек, которая на сегодняшний день... Вот кто виноват, мы нашли их. Не-не, опять же, кто не виноват. Это также тот сектор, который и считается, как бы, так сказать, тот... Стимулирует экономику да, то есть, как бы, тут есть и плюсы, и минусы. Но мы, да, видим то, что именно те компании хай-тек, которые до сих пор набирали людей и платили им в среднем 20 тысяч шекелей в месяц, мы, да, слышим за последние дни, по крайней мере, о тех тенденциях, которые мы видим на биржах всего мира. То есть акции этих компаний падают. То есть мы видим, что эти компании не могут показывать те же, так сказать, прибыли, которые они надеялись показать. И к чему это все приводит? К тому, что людей в худшем случае, как бы в лучшем случае не набирают новых, в худшем начинают увольнять. И мы это уже видим. Outbrain, мы видим Fiverr, мы видим это в других компаниях, которые просто, так сказать, начинают, так сказать, затягивать вот эти вот поиски, о которых мы говорили, и начинают избавляться от лишних людей, чтобы, опять же, как-то показать какие-то хорошие доклады. То есть к чему это все приводит, что те же люди, которые уже сейчас будут без работы, во-первых, они смогут
купить меньше, то есть им придется затянуть пояса. Во-вторых, они опять упадут на шею как бы Минфина, которым придется платить ту же Автолу. То есть это такой, знаете, такой Замкнутый бумеранг. круг. Да, поэтому я считаю, что тут, конечно же, очень важно поддержать именно бизнесы, которым нужно выдержать, которым нужно простоять, которым нужно продолжать давать места работы работ людям. И если мы поддержим их, то я считаю, что вся наша экономика будет более стабильная. Насколько это получится, Живем, увидим. Да. Еще один вопрос, мы обещали, я об этом говорил, продолжаются переговоры Минфина с учителями. Вот это улучшение довольно серьезное в зарплатах учителей. Я напомню, в Израиле 200 тысяч учителей. Действительно ли вы считаете, как экономист, что это определенный шантаж, использование ситуации с точки зрения учителей? Они хотят раз и навсегда разрешить проблемы и по-настоящему, или по-настоящему борются с нехваткой, с низкими зарплатами. Как это можно объяснить? Потому что Минфин говорит, друзья, у нас один пирог, и если мы дадим вам, мы где-то должны отобрать. Правда же? Так это работает? ну, я считаю, что это опять же игра приоритетов. То есть, если мы посмотрим на развитые страны, давайте посмотрим на Сингапур. Это страна, которая по всем параметрам идет впереди в плане образования. Там какая правительство получает самую высокую зарплату в стране? Именно учителя. Почему? Потому что все лучше идет детям. Что происходит у нас? Как раз-таки обратное. То есть люди, у которых есть возможность зарабатывать больше денег там, в каких-то престижных работах, даже если они имеют смелость и пытаются зайти в сектор образования, они очень быстро оттуда убегают. То есть я считаю, что этот шаг, если мы на самом деле посмотрим на него глобально и с макро, с точки зрения, я считаю, что это очень важный шаг, потому что иначе наша система образования просто рухнет. И опять же, это не что мы увидим завтра утром, но оно обязательно будет видно через несколько лет, и тогда уже будет слишком поздно. Поэтому я считаю, что надо давать им как можно больше, при этом отбирая самых лучших учителей, чтобы наши дети на самом деле получали самое хорошее образование, которое позволит им в будущем соревноваться со всеми мировыми профессионалами. Амен. Да, если уже на то пошло. Аудитор, финансовый консультант Юлия Леви. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Сейчас реклама.